Плодом большой любви султана Сулеймана и Хюррем стала дочь Михримах. Произошло это в 1522 году. Михримах сыграла не последнюю роль в истории Османской империи. Архивные источники содержат немало информации о ее жизни и влиянии на развитие государства. Основные моменты жизни дочери падишаха отразились на таких существенных событиях, как брак с Рустемом Пашой, великим визирем, больше известным нам как человек, обвиняемый современниками в смерти Мустафы. Султанша принимала непосредственное участие в управлении государством тогда, когда на престол взошел ее родной брат Селим. В этот период луналикая дочь Сулеймана управляла гаремом и выполняла обязанности валиде султан. Согласно османской легенде, имя, которое дали любимой дочери падишаха, означало солнце и луну, и было это знаком огромной любви между Сулейман-шахом и Хасики Хюррем-султан. В возрасте 17 лет родители маленькой султанши решили отдать ее замуж. Никаких долгих раздумий на этот счет не было. На роль мужа было два претендента – губернатор Диярбакыра Рустем Паша и архитектор Мемар Синан. Но особой дилеммы не возникло, так как архитектор Синан был на тот момент официально женат. Михримах вышла замуж за Рустема Пашу. Как описывают некоторые источники, Мемар Синан известен своими необычными способностями проектировать и возглавлять строительство великолепных и хорошо продуманных сооружений мечетей и медресе и так далее. На тот момент, когда Михримах выходила замуж за Рустема, Синану было ни много ни мало 50 лет. Другими словами, разница в возрасте между влюбленным архитектором и османской принцессой была просто колоссальной – 33 года. Так в чем же выражалась большая любовь? Многие источники описывают любовь Мемара Синана как тайную. Складывается ощущение, что и Михримах была к нему неравнодушна. Но на самом же деле все было совсем не так. По одной из версий, не получив в жены свою единственную любовь, архитектор выплеснул всю свою страсть к Михримах в искусстве. Источник описывает, что в один из дней Михримах призвала к себе архитектора и поручила ему строительство мечети в свою честь. Он спросил у нее, где бы она хотела, чтобы была построена мечеть. Михримах засомневалась и предложила выбрать место строительства Синану. Тогда он заложил фундамент мечети в одном из самых красивых мест Стамбула, в Үскüdar'е. Это был 1540 год. Стройка продолжалась 8 лет, и вот, наконец, в 1548 году этот великолепный объект наследия Османской империи был закончен. Спустя несколько лет Михримах заказала Синану строительство второй мечети, и опять место закладки фундамента выбирал Мемар. Он выбрал один из самых высоких холмов Стамбула. Таким образом, что эти две мечети оказались друг напротив друга, на одной линии, но по разные стороны столицы. Первая мечеть рассказывает о любви Синана к Михримах и имеет очертания силуэта женщины, одетую в юбку, как если бы она была архитектурно вдохновлена этой мечетью. Вторая мечеть расположена на пустынном и одиноком, но самом высоком холме Стамбула, как будто Синан хотел таким образом раскрыть тайну своей любви. Обе мечети построены таким образом, что одна стоит на восходе, другая на заходе солнца, что как нельзя лучше олицетворяет имя Михримах – луна и солнце. Когда солнце садится за единственным минаретом первой мечети, луна поднимается среди минаретов другой. Если бы архитектор не испытывал платонической любви к Михримах султан, интересно, мог ли бы он создать эту прекрасную гармонию. В свою очередь, другой автор развенчивает мифы о тайной любви архитектора Синана к Михримах. Легенду о тайной любви Синана к Михримах придумал турецкий писатель. Впоследствии он сам признался, что долгое время выдавал эту историю за правду.
Та часть, в которой архитектор Синан зашифровал свою любовь с местоположением мечетей Солнца и Луны, полностью выдумана. Как бы мы ни смотрели на эти мечети, мы физически не сможем увидеть описанного явления. Найдутся же такие люди, которые все испортят. И вот что об этом говорит противник этой красивой легенды. Любовный пароль, который так красиво описан в легенде Синана и Мехримах, физически невозможен в нашей Солнечной системе. В завершении хотелось бы добавить еще несколько утверждений другого скептика относительно того, что тайная любовь Синана и дочери султана – не что иное, как выдумка. Во-первых, Синан намного старше и женат. Когда умер Рустем Паша, Мехримах было всего 39 лет. Если между ею и Синаном была такая большая любовь, что заставило их отказаться от заключения брака? И еще, согласно дворцовым традициям, архитектор не имел физической возможности войти в гарем и увидеть Мехримах султан. Во-вторых, так называемая любовь архитектора Синана к Мехримах не подтверждается какими-либо конкретными и надежными источниками. А мне бы хотелось в заключении добавить. Первое, это, конечно, не следует безоговорочно доверять тому, что написано кем-то. Когда речь идет о таких буквально древних временах, всегда есть место догадкам и домыслам. Второе, даже если какая-то история на самом деле является просто легендой, то знание ее вам приносит радость и умиление. Оставьте эту историю, как вы ее видите, и знайте это. Так романтично наслаждаться прекрасным. Thank you.